Вы живете внутри этого тела десятилетиями и до сих пор даже не удосужились прочитать инструкцию. Вы его кормите, поете, иногда мучаете спортзалом, иногда заливаете алкоголем, мажете чем-то липким от токсинов и свято верите в советы бабушки, которой диагноз ставил подъезд, а не врач. В школе вам показывали пару картинок, пару скелетов и сказали: вот это анатомия, дальше разберешься сам. Не разобрались. Вместо этого вы собирали свою картину тела из рекламы, мамкиных страшилок, советов из интернета и мифов уровня «не сиди на холодном, отвалится все, что дорого». Сегодня мы устроим вашему телу техосмотр без наркоза. Разнесем 33 мифа о человеческом организме, в которые до сих пор верят взрослые люди с высшим образованием, водительскими правами и ипотекой. Мы заберем у вас морковку суперсилу, волшебный витамин С, похмелье как лекарство и вашу любимую сказку про то, что это не я толстею, это метаболизм сломался. Если вы очень нежно относитесь к своим иллюзиям, выключайте прямо сейчас. Если готовы узнать, как на самом деле работает ваша биологическая машина и почему половину жизни вы занимались над ней издевательствами, пристегивайтесь. Дальше будет неприятно, местами стыдно, но, как всегда, до смешного честно. Миф первый. Алкоголь согревает на морозе. Ты определенно видел эту сцену. Мороз, рыбалка, трясущиеся руки и запотевшая стопка для тепла. Выпил и будто сразу стал героем русской зимы. Вены расширились, кровь прилила к коже, и тебе кажется, что тело радуется празднику жизни. Но правда в том, что алкоголь делает ровно противоположное. Он ворует твое внутреннее тепло, открывая все радиаторы организма наружу. Твое тело работает как квартира с открытыми окнами в январе. Жар уходит, а органы начинают стремительно остывать. Пока ты чувствуешь румяное тепло на щеках, твоя реальная температура падает. Поэтому спасение замерзшего алкоголем – красивый миф. И если бы Сен-Бернар действительно приносил бочонок бренди, он бы просто ускорял смерть пострадавшего. Алкоголь не согревает, он превращает тебя в холодильник с иллюзией тепла. Миф второй. Хруст пальцами разрушает суставы и вызывает артрит. Все мы это слышали. Не хрусти пальцами, станут кривыми, как корни старого дуба. В старости руки затрясутся. Пугали всеми возможными угрозами, будто каждый хруст – это маленький шаг к инвалидности. Но на самом деле хруст – это не кости трутся друг от друга. Это пузырьки газа в суставной жидкости, которые лопаются при движении. То же самое, что открыть бутылку газировки, только менее приятно для окружающих. И вот что рушит миф окончательно. Один упрямый доктор, Дональд Унгер, 60 лет хрустел пальцами только на одной руке, а второй берег как священную реликвию. Результат? Никакой разницы. Ноль. Ни артрита, ни боли, ни деформаций. Так что хрустеть суставами можно сколько угодно, если, конечно, вы готовы терпеть ненависть всех людей вокруг. Миф третий. Венозная кровь синяя, пока не соприкоснется с воздухом. Ты смотришь на запястье, вены синие. На школьных картинках синие. В интернете пишут синие. Логика простая. Раз она темнее, значит синяя. Но это миф, который въелся в головы настолько глубоко, что люди спорят до хрипоты. Правда в том, что кровь всегда красная. Всегда. Просто венозная темно-бордовая. Тогда почему же вены выглядят синими? Потому что кожа работает как фильтр света. Она рассеивает красные и зеленые волны, а отражает обратно в глаза именно синий спектр. То есть ты не видишь кровь. Ты видишь оптический эффект, который организм создает случайно, а мозг принимает за реальность. Если у тебя действительно синяя кровь, ты либо инопланетянин, либо мечехвост. Оба варианта маловероятные. Миф четвертый. Все тепло уходит через голову, поэтому без шапки – смерть. Если верить родителям, голова – это какая-то магическая дыра в организме, через которую улетает половина тепла. Мол, закрыл шапкой – выжил, забыл надеть – замерз, заболел – списался в статистику. Но это один из самых живучих бытовых мифов. Правда, куда скучнее. Тепло уходит равномерно через любую открытую часть тела. Голова всего лишь около 8-10% поверхности тела, поэтому теряет ровно эти же 8-10% тепла. Почему же миф появился? Потому что в 50-х годах США провели неудачный эксперимент. Солдат отправили на мороз в зимних костюмах, но без шапок. Удивительно, мерзли у них именно головы. Но это не магия, просто все остальное было утеплено, а голова нет. Так что если ты стоишь на морозе в шапке, но в шортах, замерзнешь именно ногами. Но почему-то мамы никогда так не кричали: «Надень подштанники, все тепло уходит через жопу». Миф 5. Столбняк приходит именно от ржавого гвоздя.
Образ классический. Наступил на ржавый гвоздь, все, готовься писать завещание. В нашей культуре ржавчина стала почти символом смертельной инфекции, хотя сама по себе она вообще ни при чем. Столбняк вызывает бактерия Clostridium tetani, и живет она не в ржавчине, а в грязи, земле и навозе. Гвоздь становится опасным не потому что ржавый, а потому что обычно валяется на земле, имеет пористую поверхность и на нем удобно прятаться микробам. И если ты проткнешь ногу абсолютно новым, блестящим, стерильным гвоздем, который только что вытащили из кучи навоза, эффект будет ровно такой же. Не ржавчина виновата, опасность в том, где этот гвоздь лежал. Миф 6. Морковь дает супервидение в темноте. Этот миф одновременно милый и гениально глупый. Нам с детства внушали: ешь морковку, будешь видеть в темноте как филин. Звучит красиво, овощ как суперспособность. Правда в том, что витамин А действительно важен для зрения. Но если у тебя нет нехватки витамина А, дополнительная морковка не откроет тебе ночной режим. Ты просто станешь более оранжевым. Откуда вообще взялся миф? Во время Второй мировой британская разведка запустила фейк. Их пилоты якобы сбивали немецкие самолеты ночью, потому что ели много моркови. На самом деле у англичан появились новые радары. Но историю про морковь подхватили все, и мы тоже. И да, кролики обожают морковку, но ночное зрение у них не от нее, и очки ночного видения тоже не морковные. Миф 7. Язва желудка от нервов и от острой еды. Сколько раз ты слышал: не нервничай, язву заработаешь. Не ешь острое, прожжешь желудок. Идея звучала логично: нервы плюс перец равно дырка в животе, и десятилетиями это считалось научным фактом. Но все перевернули двое австралийцев – Барри Маршалл и Робин Уоррен. Они доказали, что главная причина язвы – бактерия Helicobacter pylori, а не твоя токсичная работа и любовь к чили. Медицинское сообщество ржало над ними, пока Маршалл не сделал невозможное. Он выпил пробирку с бактериями, специально заразив себя язвой. Потом вылечил себя антибиотиками. Именно так он доказал миру, что стресс может испортить тебе настроение, но дырку в желудке делает бактерия, а не дедлайн на работе. Миф 8. После смерти волосы и ногти продолжают расти. Звучит жутко, будто тело еще немного живет после смерти. На этой идее построена куча страшилок, от фильмов ужасов до дворовых легенд. Но правда куда менее мистическая. Волосы и ногти не растут после смерти, они просто выглядят длиннее. Почему? Потому что тело начинает быстро терять влагу, кожа стягивается, усыхает и открывает ту часть ногтя или волоса, которая раньше была под кожей. И создается эффект роста, хотя ничего не растет. Чтобы волосы росли, нужны энергия, деление клеток, кровообращение, а у трупа с этим, как ты понимаешь, небольшие технические трудности. Так что никакого посмертного маникюра, это просто высохшая кожа, а не зомби-процессы. Миф 9. Витамин С лечит простуду и спасает от гриппа. Чувствуешь, что заболеваешь? Срочно! Лимон, апельсины, аскорбинка! Этот совет настолько укоренился, что стал почти законом выживания. Но он основан на ошибке одного гения. Лайнус Полинг, лауреат 2 Нобелевских премий, в старости решил, что огромные дозы витамина С лечат все, от простуды до рака. Люди поверили, аптеки разбогатели, а миф стал бессмертным. Современные исследования на десятках тысяч людей показали, витамин С не предотвращает простуду и не лечит ее. Максимум болезнь пройдет на 12-18 часов быстрее. А вот что точно произойдет, твоя моча станет очень дорогой, а риск камней в почках очень реальным. Так что можно пить чай с лимоном ради удовольствия, но не ради чуда. Миф 10. При ожоге медузы нужно обязательно пописать на рану. Этот совет – чемпион по мерзости и по живучести. Каждый, кто видел серию «Друзей», уверен, если медуза ужалила, срочно зови друга с сильным напором. Но правда куда менее кинематографична. Моча не нейтрализует яд, она недостаточно кислая и недостаточно стерильная. И в некоторых случаях она может сделать еще хуже. Стрекательные клетки медузы от мочи могут активироваться еще сильнее, выбрасывая в кожу дополнительную порцию яда. То есть вы не только обольете друга, вы еще и увеличите его боль. Правильный способ – уксус, морская вода, удаление щупалец, никакой интимной самодеятельности. Миф 11. Чтение в темноте портит зрение навсегда. Наши родители были уверены, стоит тебе открыть книгу под одеялом, и все, готовься к очкам толщиной с аквариум. Но правда совсем другая. Чтение в темноте не портит зрение, оно не меняет форму глаза и не вызывает никакую пружину, которая ломается от напряжения. Единственное, что действительно происходит, мышцы глаз устают.
Они перенапрягаются, как ноги после долгой пробежки. Поболят, покраснеют, могут начать слезиться. Но это временно, стоит отдохнуть, все проходит. Настоящие причины ухудшения зрения – генетика, возраст, длительная нагрузка на близких дистанциях, а не сама темнота. Так что чтение под одеялом не преступление против оптики, а всего лишь способ спрятаться от родителей. Миф 12. В бане из вас выходят токсины и шлаки через пот. Баня у нас почти священна. Сидишь на полке, красный как вареный рак, и чувствуешь, как из тебя выходит все зло. И вот тут важный момент. Никакие токсины через пот не выходят. Вообще. Пот – это 99% вода и чуть-чуть соли. В нем нет ядов, шлаков, токсинов, грехов молодости и следов вчерашнего пива. То, что люди называют шлаками – это миф, придуманный маркетингом. Детоксом занимается печень, почки. И работают они всегда, даже пока ты сидишь в парилке, едва не сварившись живьем. Да, баня расслабляет, улучшает кровообращение, помогает телу отдохнуть, но очищение в ней не физиология, а красивая легенда. Миф 13. Если перестать качаться, мышцы превращаются в жир. Этот миф звучит так, будто тело может заниматься алхимией. Бросил спортзал, и бицепс таинственно превращается в пузо, как карета в тыкву в полночь. Но мышцы и жир – это совсем разные ткани. Мышца не может превратиться в жир, а жир в мышцу. Это как утверждать, что деревянный дом может стать кирпичным, если за ним плохо ухаживать. Что действительно происходит? Вы перестаете тренироваться. Мышцы уменьшаются от бездействия. Но аппетит остается прежним, вы едите столько же. Калорий становится больше, чем нужно, организм откладывает жир. Мышц стало меньше, жира стало больше. Это смена пропорций, а не трансформация ткани. Так что если ваше тело стало мягче, это не магия, это математика. Миф 14. Грипп и ОРВИ надо лечить антибиотиками, чтобы наверняка. Это один из самых опасных бытовых советов. Температура поднялась, и человек сразу лезет в аптечку за самыми сильными таблетками. Логика простая. Чем мощнее лекарство, тем быстрее вылечит. Но реальность гораздо грустнее. Грипп и ОРВИ вызывают вирусы, антибиотики убивают бактерии. Пытаться лечить вирус антибиотиком – это как пытаться сбить тень кирпичом. Бесполезно, но шуму много. Что действительно происходит? Вы разрушаете полезную микрофлору. Вы создаете внутри себя устойчивые бактерии, супермикробов. Вы рискуете аллергией, токсическими реакциями и побочками. А вирус просто живет свою неделю, как ни в чем не бывало. Итог. Вы не лечитесь, вы тренируете врага. Антибиотики нужны только тогда, когда врач подтверждает бактериальное осложнение. Все остальное – самолечение со взрывчаткой. Миф 15. Утопающие всегда машут руками и громко кричат о помощи. Кино испортило нам представление о том, как выглядит утопление. Голливуд показал его как шумную сцену. Человек бьет руками по воде, захлебывается и орет так, что слышно на другом берегу. Но в реальности все иначе. Утопление тихое, почти полностью беззвучное. Когда человек тонет, у него нет воздуха, чтобы кричать. Он не может поднять руки. Инстинкт заставляет разводить их в стороны, чтобы удержать голову над водой. Он находится вертикально, почти не двигая ногами. Его голова то появляется, то исчезает под водой. Со стороны это выглядит как просто тихий человек, который странно плавает. И именно это делает утопление таким опасным. Его можно не заметить, даже стоя в 2 метрах. Миф 16. За год во сне ты проглатываешь несколько пауков. Этот миф существует только по одной причине. Людям нравится пугать друг друга мерзостями. Картина ужасающая. Ты мирно спишь, а пауки, как в хорроре, маршируют тебе в рот, будто это уютная пещера. Реальность куда менее драматична. Пауки не ползают к людям во сне, и уж тем более не лезут в рот. Почему? Для паука человек – огромная, горячая, вибрирующая гора. Мы храпим, дышим, дергаемся. Все это создает вибрации, которых пауки боятся. Ротовая полость – влажная, теплая, шумная и смертельно опасная зона. Пауку туда, как нам, в работающий турбореактивный двигатель. Откуда появился миф? В 1993 году журналистка Лиза Хольст специально выдумала его, чтобы доказать, что люди верят любой чуши из интернета. Спойлер, эксперимент удался. Миф 17. Любая еда после 6 вечера автоматически превращается в жир. Этот миф звучит так, будто у организма есть встроенные кукушки, которые ровно в 18:00 кричат: «Все, с этого момента все съеденное в бока».
Но человеческое тело не читает настенные часы. У него нет режима «после 6 превращаем пищу в жир». Организм интересует только одно – сколько калорий вы съели за сутки и сколько потратили. Если вы весь день ничего не ели, а вечером съели нормальный ужин, вы не потолстеете. Если же вы весь вечер бездумно сметаете чипсы, печенье и весь холодильник, вы потолстеете, даже если это происходит в полдень. Почему миф живет? Вечером люди чаще едят перед сериалами, отвлекаются, переедают. Ночные перекусы почти всегда это мусорная еда. Психологически проще обвинить время, а не собственный аппетит. Жир откладывают не часы, а количество ложек, которые вы подносите ко рту. Миф 18. Во время чиха сердце останавливается. Этот миф звучит так, будто чих – это мини-смерть. Человек умирает на секунду, потом оживает, и поэтому ему говорят «будь здоров». Правда, куда менее драматична и куда более скучна. Во время сильного чиха действительно меняется давление в грудной клетке. Это может слегка сбить сердечный ритм, ускорить или замедлить на долю секунды. Но сердце не останавливается, импульс никуда не исчезает. Иначе сезон аллергии превращался бы в массовый мор, и улицы были бы завалены чихающими жертвами. То, что вы чувствуете, это просто легкая аритмия, вызванная всплеском давления. Ваше сердце не умирает, оно просто переживает стресс и пытается не взлететь от силы вашего апчхы. Миф 19. Каждый алкогольный запой убивает тысячи клеток мозга. Этот миф живет так давно, что им пугают школьников и до сих пор объясняют, почему голова не соображает после вечеринки. Но правда сложнее и чуть менее трагичная. Алкоголь действительно вреден, но он не убивает тысячи нейронов каждый раз, когда вы выпиваете. Если бы это было так, то хронические алкоголики превращались бы в растения за пару месяцев. Что происходит на самом деле? Этанол повреждает дендриты, отростки, с помощью которых нейроны общаются друг с другом. Связи между клетками нарушаются. Отсюда тупость, шаткая походка, плохая память. Но сами нейроны при умеренном употреблении не умирают массово. Поврежденные связи могут восстановиться, если перестать пить. Плохие новости. Если пить постоянно, как образ жизни, мозг все-таки деградирует. И не только из-за алкоголя, но и из-за дефицитов питания, кислородного голодания и атрофии. Так что вы не убиваете мозги одним выпускным. Вы просто отправляете их в отпуск без предупреждения. Миф 20. Если выйти на холод с мокрой головой, заработаешь менингит. Этот миф настолько распространен, что уже стал народной мудростью. Кажется логичным. Холод плюс мокрая голова равно страшная болезнь. Но нет. Менингит не связан с холодом. Его вызывают вирусы, бактерии или грибки, и ни один из них не появляется из-за зимнего бриза или влажных волос. Почему люди связывают холод с менингитом? На холоде сосуды действительно сужаются. Может возникнуть головная боль. Простуда или насморк часто совпадают с зимой. Люди путают «простудился», а веншила получил менингит. У страха всегда есть короткий путь, от логики к панике. Да, мокрая голова в мороз неприятно. Да, можно замерзнуть и простыть. Но менингит так не работает. Иначе все дети, выходящие после бассейна на улицу, лежали бы в реанимации. Миф 21. Нужно обязательно пить 8 стаканов воды в день. Этот миф звучит как строгая инструкция. 8 стаканов, иначе организм засохнет. На самом деле, нет универсальной нормы воды. Потребность зависит от климата, еды, нагрузки, веса, возраста и даже солености пищи. Большую часть жидкости человек получает из еды – супов, овощей, фруктов. Вода из чая, кофе и соков тоже считается. Организм не делит ее на правильную и неправильную. Почему миф живет? Потому что людям нравится простое правило – пей 8 стаканов и будешь здоров. Но тело гораздо умнее. Лучший индикатор – жажда и цвет мочи. Соломенно-желтый идеально. Парадоксально, но чрезмерное питье тоже опасно, может привести к гипонатриемии, разбавлению натрия в крови. Не количество важно, а естественные сигналы организма. Миф 22. При носовом кровотечении нужно запрокинуть голову назад. Этот совет слышали все, от учителей до бабушек. Идет кровь из носа, запрокинь голову назад. Но это не просто миф, это опасно. Что происходит, если запрокинуть голову назад? Кровь утекает в горло. Человек может ее проглотить, что вызывает тошноту и рвоту. Хуже того, часть может попасть в дыхательные пути, что смертельно опасно для детей. Правильное действие – слегка наклонить голову вперед, пальцами прижать мягкую часть носа, приложить холод к переносию. Так кровь выходит наружу, а дыхание остается свободным.
Этот миф возник просто потому, что людям казалось логичным не давать крови течь наружу, но физиология работает иначе. Миф 23. Сидение на холодном убивает репродуктивность и простату. Этот миф пугает мужчин и женщин уже десятки лет. Формулировки разные. Не сиди на холодном камне, простату простудишь. Девочки, остерегайтесь, будете бесплодными. Но холодные поверхности не вызывают простатит, бесплодие, воспаление яичников, ни женские, ни мужские болезни. Почему? Потому что большинство таких заболеваний имеет инфекционную природу, гормональные причины, наследственность, образ жизни, курение, стресс, малоподвижность. Максимум, что может дать холод, временный спазм сосудов и дискомфорт. Но никакой холодный бордюр не способен разрушить репродуктивную систему. Этот миф – удобное объяснение для родителей, чтобы дети не сидели где попало. Миф 24. Дисбактериоз – официальный диагноз, который надо лечить пробиотиками. В странах бывшего СНГ слово дисбактериоз звучит как приговор. Его находят у всех – у детей, у взрослых, у тех, кто простыл, у тех, кто устал, вообще у кого угодно. Но вот реальность. В международной медицине нет такого диагноза. Анализ кала на дисбактериоз ненаучный, бессмысленный и нигде, кроме постсоветских стран, не применяется. В кишечнике живут тысячи видов бактерий, и никакой анализ не может объективно оценить их полный баланс. Наука говорит, временные изменения микробиоты нормальные. Плохие и хорошие бактерии – примитивное упрощение. Пробиотики помогают лишь в отдельных случаях, они лечат дисбактериоз. Этот миф стал популярным, потому что людям хотелось простое объяснение всех проблем с животом и такое же простое лекарство. 25. Похмелье лечится еще одной рюмкой или чуть ли не радиацией. Этот миф живет так давно, что у него уже свои традиции. Кто-то считает, что опохмелиться – лучший способ прийти в себя. Кто-то верит в чудодейственные контрастные методы вроде радоновых ванн, соляных комнат и других странных практик. Но правда простая и куда менее веселая. Опохмел лишь продлевает интоксикацию, а не лечит ее. Организм не исправляет последствия алкоголя, он просто получает новую дозу яда. Чем больше допивать, тем выше риск зависимости. А уж радиация или другие экстремальные методы – это не лечение, а фантастика уровня плохой научной фантастики. Настоящий способ облегчить похмелье – вода, сон, время и поддержка печени. Миф 26. Пахнет пот, значит проблема в поте. Этот миф кажется логичным, но в корне неверен. Люди уверены, что пот воняет сам по себе, будто это токсичная жидкость, от которой можно потерять сознание. Поэтому мы фанатично мажемся дезодорантами, думая, что убиваем запах. Но вот правда. Свежий пот не пахнет вообще. Это просто вода плюс соли. Вонь появляется позже, когда бактерии начинают есть пот и выделяют пахучие продукты жизнедеятельности. Запах – это не вонючий пот, а микробный банкет на вашей коже. Чем жарче, влажнее и волосатее область, тем активнее там микробная кухня. Подмышки – ресторан уровня Мишлен для бактерий. Дезодоранты не убивают запах пота. Они либо подавляют бактерии, либо закрывают поры, уменьшив количество пота. Так что проблема не в том, что вы вспотели, проблема в том, что вы дали бактериям фуршет. Миф 27. Гусиная кожа – бесполезный эволюционный атовизм. Мы привыкли считать мурашки чем-то ненужным, просто странной реакцией кожи на холод, музыку или страх. Но гусиная кожа – это не мусор эволюции, а древний механизм, который до сих пор работает, хоть и выглядит бессмысленно. Вот что стоит за этими крошечными бугорками. Когда-то мурашки поднимали шерсть. Наши пушистые предки становились визуально крупнее, чтобы отпугнуть хищника. Представь, ты маленькая обезьяна, а мурашки превращают тебя в мини-медведя. Они помогали сохранять тепло. Поднятая шерсть задерживала воздух, создавая природный пуховик. У людей шерсть исчезла, а система осталась, как ненужная кнопка в старом лифте. Гусиная кожа включается эмоциями. Когда музыка пробирает или когда страшно, это реакция древнего мозга, который путает психическую угрозу с физической. И да, у некоторых людей мурашки настолько сильные, что видны на метр. Это не баг, а особенно активный рефлекс. Гусиная кожа – это мини-призрак шерстяного прошлого, который все еще живет под вашей кожей. Миф 28. Громкий храп – это просто крепкий богатырский сон. Храп подается как комичная бытовая мелочь. Кто-то храпит, жена толкает в бок, семья смеется. Но вот правда, от которой смех исчезает. Храп – это не громкий сон, это симптом.
Чаще всего признак обструктивного апноэ сна. При апноэ дыхательные пути схлопываются, и человек перестает дышать от 10 до 60 секунд, иногда сотни раз за ночь. Мозг каждый раз получает сигнал тревоги. Мы задыхаемся, включай аварийный режим. Человек просыпается на мгновение, не осознавая этого. Ритм сердца скачет, давление поднимается. Итог. Хроническая усталость, проблемы с памятью, резкое увеличение риска инсульта, риск остановки дыхания во сне. Так что громкий храп – это не медведь спит, а СОС от вашего организма. Миф 29. Чтение лежа гарантированно портит зрение. Этот миф внушали всем. Не читай лежа, ослепнешь, сядь ровно. Звучит строго, но правда совсем другая. Глазам все равно, в какой позе находится тело. Хоть стоя, хоть лежа, хоть вверх ногами, мышцы глаза не ломаются от того, что вы сменили положение. Проблема только в одном. Книга или телефон ближе к глазам. Когда вы лежите, руки устают, устройство сползает ближе, фокусное расстояние уменьшается и мышцы перенапрягаются. Это дает временный эффект – усталость, сухость, покраснение, но не вызывает постоянного ухудшения зрения. Настоящие причины проблем со зрением – генетика, возраст, длительная нагрузка без отдыха, хроническая сухость глаз. Чтение лежа – это не вредно, максимум уроните телефон себе на нос. И это, пожалуй, самый опасный побочный эффект. Миф 30. Зубы – это такие же кости, и они могут заживать сами. Если бы зубы умели заживать, стоматологи ходили бы по улицам и искали новую работу. Но реальность куда суровее. Эмаль – самая твердая, но полностью мертвая ткань. В ней нет кровеносных сосудов, нет клеток, нет регенерации. Это как стекло. Трещина появилась, назад ее уже не склеить. Любая дырка в зубе навсегда. Она будет расти, пока не дойдет до нерва, а затем до адских болей и удаления. Кости заживают, потому что живые. В них есть клетки-строители, остеобласты. В зубах нет. Поэтому перелом руки срастается, а кариес превращается в гниющий кратер. А все разговоры про запломбировать трещину гелем – маркетинг. Можно укрепить, остановить, но не восстановить эмаль как новую. Зубы – единственная часть тела, у которой нет кнопки «Исправить». Так что щетку в руку, а иллюзии в мусорку. Миф 31. Аппендикс – бесполезный лишний орган, ошибка эволюции. Десятилетиями аппендикс считался эволюционным мусором, органом, который забыл удалить природа. Его даже удаляли детям заранее, на всякий случай. Но наука доказала обратное. Аппендикс – это укрытие для полезных бактерий. Когда кишечник полностью очищается после сильной диареи, отравления или инфекции, именно здесь прячется резервный запас микрофлоры. После восстановления аппендикс выпускает полезные бактерии обратно, помогая кишечнику вернуться к норме. Так что это не ошибка эволюции, это биологический бункер, о котором большинство людей даже не догадывается. 32. После 30-40 метаболизм ломается, поэтому все толстеют. Мы любим списывать лишний вес на сломанный метаболизм. Мол, вот в 20 можно было есть все подряд, а после 30 организм будто нажимает кнопку «тормоз». Но это миф. Глобальное исследование, опубликованное в журнале Science, показало, обмен веществ остается стабильным с 20 до 60 лет. Он не обваливается ни в 30, ни в 40, ни даже в 50. Что происходит на самом деле? В 20 мы больше двигаемся. Гуляем, ходим, таскаем сумки, танцуем, бегаем по делам. В 30-40 люди чаще сидят. Работа за ноутбуком, машина, диван. Питание остается прежним, активности меньше. Лишний вес появляется не из-за возраста, а из-за стиля жизни. Метаболизм в норме. Толстеет не тело, толстеют привычки. Миф 33. Дефибриллятор способен завести полностью остановившееся сердце. Кино научило нас красивой лжи. Прямая линия на мониторе, врач кричит «разряд», герой вздрагивает и сердце снова начинает биться. Звучит драматично, но в реальности все работает совсем иначе. Дефибриллятор не запускает остановившееся сердце. Его задача – остановить хаотичные судорожные сокращения, когда сердце трепещет, а не бьется. Это состояние называется фибрилляцией желудочков. Разряд нужен, чтобы сердце перезагрузилось, прекратило хаос и смогло вернуться к нормальному ритму. Но если на мониторе прямая линия, асистолия, током сделать нечего, сердцу не к чему перезапускаться. В таком случае помогают только адреналин и жесткая компрессия грудной клетки. Голливуд врет красиво, реанимация грязная, долго и без гарантий. Ну что, как тебе каталог собственных глупостей размером с человеческое тело?
Оказалось, что шапка не держит тепло, алкоголь не греет, пауки не дежурят у твоего рта ночью, а твой метаболизм не сломался, он просто устал таскать тебя к холодильнику. Хорошая новость, с телом все не так плохо, как тебе рассказывали. Плохая новость, все эти годы тебя обманывали не злобные корпорации, а в основном родные, друзья и ты сам, потому что было лень проверить. Напиши в комментариях, какой миф про твое тело тебя больше всего выбесил или стыдно признаться, во что ты верил до сегодняшнего дня. Если хочешь еще таких интеллектуальных пощечин, жми лайк, подписывайся на канал Сломанная История и включай уведомления. Мы еще не раз вернемся к твоему организму, мозгу и всему, что тебе про них наврали. А теперь можешь спокойно идти пить воду, не считая стаканы.